С 28 февраля 2016 года на территории Сирийской Арабской Республики вступил в силу инициированный Россией и США как сопредседатели международной группы поддержки Сирии режим прекращения боевых действий. В целом на территории Сирийской Арабской Республики режим прекращения боевых действий соблюдается. Отмечаются только отдельные провокации и обстрелы. В этих условиях на первый план выходят вопросы безопасного возвращения в свои дома мирного населения и доставки гуманитарной помощи. Сегодня в ней особенно нуждаются дети, старики и все те, кто из-за нескольких лет гражданской войны был вынужден оставить свои дома, став беженцами. В сирийских провинциях Хама, Хомс, Латакия, Дера, Дер-эз-Зор, Алеппо и в Дамаск нами уже доставлено и передано местному населению более 620 тонн гуманитарной помощи, медикаментов и предметов первой необходимости. Более того, на основе многочисленных обращений глав местных администраций, а также собственных данных, 2 марта Российским центром по примирению в Сирии был подготовлен перечень населенных пунктов, нуждающихся в первоочередной доставке гуманитарной помощи. Документ, а это конкретный список, передан нами в Организацию Объединенных Наций. Рассчитываем, что оценки Российского центра примирения о гуманитарной ситуации в различных провинциях Сирии будут соответствующим образом учтены. Вместе с тем, известно, что при подготовке международными организациями к отправке в Сирию гуманитарной помощи возникают многочисленные проблемы, и прежде всего связанные с логистикой. А это складирование, упаковка, доставка и распределение гуманитарной помощи на местах. Главное, чтобы вся необходимая местным жителям помощь дошла до них в полном объеме. Совершенно очевидно, что при подготовке таких операций необходимо привлечение специалистов, обладающих достаточными знаниями и профессиональным опытом, особенно при десантировании грузов с воздуха. Напомню, более 30 тонн гуманитарной помощи и предметов первой необходимости было доставлено с помощью российских парашютных систем жителям осажденного террористами города Дер-эз-Зор. Мы понимаем важность и сложность процесса организации доставки гуманитарных грузов. Поэтому Министерство обороны Российской Федерации готово оказать всю необходимую помощь международным и зарубежным организациям в доставке гуманитарных грузов в Сирийскую Арабскую Республику. Речь идет о предоставлении возможности выгрузки и временного хранения гуманитарных грузов для сирийского населения на пункте материально-технического обеспечения российского военно-морского флота в порту Тартус. Мы готовы оказать помощь в организации приема грузовых воздушных судов с гуманитарной помощью для сирийского населения с обеспечением их выгрузки и временного хранения на авиабазе Хмеймим. Готовы выделить необходимое количество автотранспорта для перевозки и доставки гуманитарных грузов от порта Тартус и базы Хмеймим в районы непосредственного распределения помощи среди нуждающихся лиц. Также организовать прием на авиабазе Хмеймим транспортных самолетов, доставляющих гуманитарные грузы сирийскому населению с помощью десантирования и выделения для консультирования и оказания профессиональной помощи российских военных специалистов. Хочу еще раз обратить ваше внимание, что, выполняя взятые на себя обязательства, самолеты российской авиагруппы в Сирии не наносят удары по вооруженным формированиям, поддержавшим режим прекращения боевых действий и сообщившим в российские или американские центры примирения информацию о своем расположении. Самолеты воздушно-космических сил России с авиабазы Хмеймим наносят удары только по террористическим группировкам ИГИЛ и Джабхат ан-Нусра в провинциях Рака и Дер-эз-Зор и в районе населенного пункта Тадмур провинции Хомс. Все, коллеги. Картинку